Друзья, всем привет! Это рубрика «Электронные устройства из прошлого». В данный момент мы смотрим на вот такую интересную записную книжку, а точнее электронную записную книжку, и она была очень популярна в 90-х годах. Сейчас такой тип устройств, конечно же, не используется, ну или я, по крайней мере, не знаю, или они гораздо более умные и разумные. Но, в общем, эта электронная записная книжка позволяла делать довольно много вещей для того времени. Например, перевод текста, можно было просто переводить некоторые слова с разных языков, допустим, с русского на испанский, на немецкий, на французский, на английский. То есть можно было в разных комбинациях переводить слова вот с помощью этой штуки. Потом, что интересно, можно было переводить не только слова, но также и фразы. Для этого существовала эта кнопочка вторая. Потом здесь был калькулятор. Потом здесь было что? Следующее, это телефонная директория. Можно было хранить контакты людей, потому что раньше, естественно, эта штука не могла звонить, это не телефон, но можно было хранить контакты людей, чтобы знать, соответственно, номера их. Потом у нас были часы, международные часы. Потом у нас был будильник. И, следовательно, можно было вот таким образом между контактами перемещаться, переключаться, а также вводить с помощью данные с помощью этой вот клавиатуры. То есть это QWERTY-клавиатура с номерами, видите? И весьма интересная штука, я хочу сказать вам, друзья. Смотрите, какая она компактная, приятная, то есть ее с собой можно было взять, в карман положить. Причем питалась она от двух батареек CR2032, и до сих пор можно ее запитать, попробовать, просто сейчас у меня с собой их нет. Да и, как вы видите, функционал такой ограниченный, что, в принципе, особого смысла сейчас и нет в использовании этой штуки. Но она в те годы реально была очень крутая, и я даже какое-то время ей пользовался, просто смотрел, как оно, что к чему, пробовал добавлять какие-то контакты, но понимаете, что в нынешнем времени, конечно же, это все не имеет большого смысла, потому что монохромный дисплей, совершенно устаревшая технология, ничего он больше делать не может. И самое главное, что как только вы вынимаете вот эти две батарейки, данные стираются. Данные не хранятся в ПЗУ, они хранятся во временной памяти, которая зависит от батарейки. Вот раньше такая вот была ерунда. Даже на ранних смартфонах некоторых, кто у меня такой был, там если вынимаешь батарею и сколько-то времени не вставляешь обратно, да, то все стирается. Также и здесь. Следовательно, все данные здесь уже затерты, ничего прочитать не получится. В целом и в общем, очень уникальная штука. Вот. Если бы сейчас в новом каком-то формате это сделали, то есть офлайн, да, то это было бы весьма интересно. Но, в принципе, большого смысла не имеет, потому что любой смартфон, который не подключен к интернету, и так может гораздо больше, чем эта маленькая записная книжка. А так, приятное устройство. К сожалению, не знаю, какой производитель, потому что, видите, не написано здесь. Вот, оставайтесь на связи, увидите еще больше различных вот таких обзоров, небольших устройств интересных. И держимся на связи. Пока!